Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу записать очередную, уже думаю, третью часть обзора простых, неприхотливых, доступных, недорогих хой, которые, несмотря на все эти эпитеты, они могут занять достойное место, я считаю, в любой коллекции, особенно в коллекции новичков, кто только знакомится с этими растениями, как-то не готов отдавать большие суммы за какие-то новинки, ну или просто кто хочет себе на подоконник красивое растение вьющееся и максимально беспроблемное, которое еще и может зацвести, потому что многие сорта цветут. Вот. Ну и начать показ я хочу со своей старушки. Это Хоя Кринкл 8. Симпатичная очень хоечка. Она имеет такие листья лодочки, у которых такие вмятинки интересные. И некоторые листья еще и покрываются серебристыми крапинками, сплэшинками. Очень занимательный такой сорт. Покупала я ее, это голландский черенок, покупала ее там череночком манюсеньким в один узел. В общем, доходягу такую. Но она смогла мне вырасти. Это я ее уже, конечно, обрезала, омолаживала. Вот. У меня есть еще один экземпляр, но это такая прям старушка. Она растет абсолютно, конечно же, без подсветки. Свисает у меня над окном. Ну, вы видели, я показывала в обзоре, как у меня там труба такая к потолку приделанная. Вот она у меня там свисает, хорошо себя чувствует, все нормально. Единственное, ее, конечно, не надо пересушивать, как я, потому что я такое могу чудануть. Вот, это у нее такой листик молоденький, немножко светлее, а потом становятся такие вот они более зелененькие. А тут он такой, как коричневатый. В общем, красивый сорт, очень простой, доступный, дешевый. Но, несмотря на все это, очень такие красивенький. В общем, мне нравится. Я уже много лет, вот она у меня есть, и я не собираюсь расставаться с такими простыми сортами. Вот так вот. Гринкл 8. Так, следующая хоя. Это абавата варигатная. Вот такая вот лошадь у меня, тоже очень старенькая уже. Единственным можно назвать ее недостатком, но опять же по той причине, что хозяйка виновата, это то, что при недостаточном поливе у нее листья молодые растут не круглой формы, а вот такой вот закрученной. Но тут я так виновата наполовину, потому что почему-то всегда так совпадает, что когда она начинает активно расти, у нас выключают отопление. Ну вот сейчас опять весной было холодно, прям реально холодно в квартире, а она стартанула. Ну вот это же у нее молодые плети, видите? И вот. И я ее, боясь, что она загниет, я ее подсушивала. Ну, а она и рада стараться. Вот такие мне листья, типа, как там новый сорт забыла. В общем, а-ля компакта, а-ля еще там что-то там. Начала вот такое чудить. Ну, ничего, ничего. Есть и красивые листья у нас. Несмотря на это все, она мне нравится. В общем, если вы не будете подсушивать, то она будет вообще красотка с круглыми блюдцами, листьями и такими крупными. Он там у меня, видите, какой монстрик, огромный лист. Вот, сорт классный, очень старый, но красивый. Вот, да, было еще предположение в комментариях, что, возможно, эти листья такие деформированные растут из-за низкой влажности в помещении. Но хочу сказать, что у меня никогда не бывает низкой влажности в квартире, поэтому я все-таки склонна думать, что это все это ну, подсушивание. Потому что она мне стояла абсолютно прям сухая, я боялась, вот, что она загниет. Вот так вот. Ну, короче, красотка. Красотка, мне нравится. Яркая такая, вот там цветоносы. Ну, у меня хои не особо цветут. Потому что как только они набирают бутоны, мне срочно надо что-то достать, переставить, короче, куда-то ее или вам показать ее. Ну, в общем, и все. И все бутоны сбрасываются, и ну да ладно, бывает. Все, показала. Сейчас покажу еще красавиц своих. Это моя тоже старушка, Хоя вилоза с длинным листиком. Я ее показывала уже, но в контексте этого видео, этого обзора, конечно, хочу еще раз показать. Тоже сорт старинный, но очень неприхотливый, красивый. Опушенные листья, вот такие вот длинные они могут быть. Вот, могут быть покороче. Вот тут прям похоже на вот эту новинку.
Кауданг, или как-то так, ну, с круглым листом, с округленным листом вилоза. В общем, короче, красоточка тоже. Кто-то мне в комментариях писал, что это вилозу назвали что-то глобулозой. Я не знаю, может, за границей где и так, но у нас глобулоза — это другой сорт. Они похожи, но другая форма листа. Вот. У меня нет глобулозы, она мне не очень нравится, поэтому мне хватает одной только вилозы. У нее другая форма листа и на ощупь лист другой. Вот так вот. А это вилоза. Классная, с прожилочками. Опушение у нее вот здесь. Такой прям очень приятный. Вот тут гладенький листик, а вот здесь прям такой пушок-пушок. В общем, тоже для новичков, быстро растущая, никаких подсветок не требующая, классная. Вот. Никак я ей нормальную опору не сделаю. Вот, потому что я ее постригла, она так быстро стала обрастать, что как-то не намотала я еще никуда. Надо какую-то лесенку, что ли, купить. Вот такая вот она. В общем, рекомендую для новичков. Вилозочка. Вот такие вот молоденькие листики, они еще совсем прям мягенькие. Будут, конечно, намного длиннее. Так вот. Эту хвою я тоже не так давно показывала. Но, конечно, стоит тут ее тоже показать в обзоре неприхотливых хой, простых в уходе. Это эритрина. Насколько мне девочки подсказывали, это эритрина long leaf, типа с длинными листьями, но я не знаю, честно, не знаю. Она мне еще не цвела, поэтому какая именно эритрина, я не знаю. Но неважно, у нее очень красивые прожилки, она загорает на солнышке, так оригинально. Вот, и да, молодой лист, сейчас покажу, вот такой у нее темнее. Ну, правда, какой-то длинненький, да. У нее сплэш на листьях бывает. Растет она достаточно быстро, опять же, без подсветки. Короче, красоточка. Вот такая вот. Классная. Так что укореняется быстро. Кстати, как и вилоза, ну и абовата. Ну, в общем, все эти хвои, которые я показываю, они вот именно, да, для новичков самое то. Укореняются просто быстро, растут беспроблемно, не требуют ничего. В общем, красота. Так, такая вот эритрина. Ну, хорошенькая. Не знаю, что сказать. Хорошенькая, да и все. Я их всех люблю, поэтому для меня все хорошенькие. Вот это, кстати, молодые листья. Они еще не успели загореть. Вот такие симпатичные. Ну, а эта хвоя тоже очень простая в уходе и стабильная. Это Куртисис Splash. Вот пытаюсь вам ее показать, потому что у меня такие... Она отрастила косы. Она просто тоже свисает. Вот, над окном. Никакой подсветки. Несмотря на это все, сохраняет свою вот серебристость. Листья красивые. Есть еще обычная Куртиси. У нее просто вот такие точечки. Ну, меньше, чем здесь. Вот, да. Но мне это больше нравится. Причем она, говорю, сорт очень стабильный, без подсветки. И когда зима, допустим, да, короткий световой день, вот, она, вот, кстати, вот такая Куртиси обычная. Вот, с такими пятнышками. Она варикатность, сплэшность не теряет. То есть может чуть-чуть меньше быть, как вот на этой веточке, а потом сразу же подряд и красивые листики растить. Вот, кстати, показываю, какие листья размером на руке. Потому что кто-то говорит, ой, мы не думали, что она такая меленькая. Ну да, она чуть крупнее Хои серпенс, тоже мелколистная, но быстрорастущая и очень красивая. Тоже для новичков подходит, укореняется быстро, растет тоже быстро. Можно в косы заплетать, можно накручивать, как хотите. По-моему, она у меня бутоны выдавала, но не помню, где они. То ли отпали, то ли цвела она, я не заметила. В общем, как-то так. Но она мне из-за листьев нравится, поэтому так выращиваю просто из-за листиков. А как там уж цветет, мне не особо интересно. Причем от цветения, я, наверное, уже говорила, столько мусора обычно. Поэтому листья для меня на первом месте. Лучше уж листья красивые. Вот такая вот, такие вот бусы. Можно бусами назвать, наверное, да? Вот. Надо будет еще черенков подсадить, чтобы у нее еще пышнее куст был на ту сторону. Вот такая Куртиси Splash. Это Хоя Матильда. Еще одна очень простая в уходе мелколистная хоя. Это у меня маленький экземпляр. Тот, который покрупнее, просто я его не смогла с подоконника снять. Он очень
заплелся там с другой хвоей. В общем, это очень проблематично. Это у меня обычная Матильда. Мне она очень нравится. Вот эти листья-монеточки прям бесподобные. И даже вот эти вот сплэшинки есть. Появилась сейчас у меня еще и серебристая Матильда, скажем так. Ну, прям серебра много на листьях. Но ее не покажу в этом видео, потому что пока не знаю, если ее поставить на естественное освещение, будет ли она расти, не будет. А это растет. Вот все, что я показываю, это реально вот такой вот, без всяких там ламп, без подсветок. Короче, классная Матильдочка. Ну, правда же, какая же яркая. Вот вся в цветоносах, не знаю, зацветет, не зацветет. Ну, посмотрим. Вот такая вот красоточка. Так, ну еще, по-моему, пару хой, которых сегодня покажу. И все, не буду вас больше мучить. Вот эта вот красавица, это Макрофила альба. Тоже старый, проверенный и очень красивый сорт. Главное не ставить ее на очень яркий свет, потому что листья будут гореть. Вот они выцветают, горят. Лучше поставить ее в притенение, ну или под лампу, если у вас есть возможность организовать искусственную досветку, то лучше под лампу. Вот. Ну и на подоконнике она хорошо растет, если не будет прям прямых, вернее, даже не то чтобы прямых, но вообще вот яркого освещения, если не будет, потому что вот это вот выгорание. А так, красотка, красотка. Такие вот листья у нее молодые, с красными ножками, с красной окантовочкой. Вот, совсем молоденькие. Видите, вообще красные-красные растут. Такие прям, не знаю, вишневые. Очень классный сорт. Тоже они же у меня тестируются на фитильном поливе. Пока все нормально. Вот. Есть у меня еще Макрофила Pot of Gold. Это варигатность в обратную сторону здесь по центру, но ее я простой не могу назвать. Это у меня будет отдельное видео. Я планирую заснять про хвои, которые я считаю все-таки достаточно капризными. Они у меня растут, но подход я искала. В общем, надеюсь, вам тоже будет интересно. Покажу, расскажу, какие сорта, на мой взгляд, не очень простые в уходе. Так, ну и еще одну хвойку покажу, и достаточно сегодня. Вот такая красота, которая называется у меня Minibelle Splash. Тоже очень легкая в уходе и красивая хвоя. Сильно яркий свет ей не нужен, потому что я заметила, когда сильно яркое освещение, будь то лампы, будь то солнечный подоконник, да, она начинает выцветать, как бы, да, листья становятся светлее, и сплэш не такой яркий. Тоже это очень стабильный сорт. Я бы сказала, сейчас тоже он недорогой. Любит цвести. Цветет она, ну, видите, опять он вся в цветоносах. Вот. Ну, правда, я ее сейчас достала, покрутила, скорее всего, цветоносы сбросит. Ну, ничего страшного, ладно, покажу зато. Так что вот этот сорт тоже рекомендую новичкам. Вообще очень много сортов, вот, которые беспроблемные. Единственное, там я сказала, что в следующий раз попытаюсь показать вам, которые, на мой взгляд, сорта капризные. Ну, а потом уже покажу, какие у меня новинки, тоже свои впечатления расскажу. Какие капризные, какие не капризные. Ну, красивые листья вообще. Вот. Класс. Прям серебро-серебро. Вот так вот. Ну, вот такие красотки я хотела вам сегодня показать, рассказать о них. Да. Еще у меня там небольшая, наконец-то, радость или как успех. Это одна хвоя, которую я вам показывала, мне год сидит уже. EML 1752, по-моему. Она вроде наконец-то тронулась в рост. Радости. Год она сидела, и уже листья начали вянуть, что для меня уже был такой знак. В общем, я с ней уже попрощалась мысленно, думаю, ну ладно, что, где наша не пропадала, но она решила жить. Как она уже выдаст нормальную стрелку, вот, нормальный росток, еще и листья, я вам потом расскажу, что я изменила в уходе за этим черенком, вот, и мои выводы. Может, это кому-то поможет, потому что немножко я, конечно, там над ней поработала, скажем так. Вот. Ну ладно, все. Всем спасибо за просмотр, за ваши комментарии, за вашу поддержку.
Очень приятно. Вот. Буду рада, если мои хои вам оказались, это видео оказалось полезным, если мои хои вам понравились. Вот. Показываю все. Не все прям красивые, а вот такие вот нюансы показываю. Все, всем спасибо за просмотр. До встречи в новом видео.